Компания Apple выпускает iOS 18.2 Beta 4. Что нового в этой версии и когда уже наконец-то случится у нас с вами релиз? Сегодня поговорим. Меня зовут Максим, вы на канале Demons Lounge. Поехали! Итак, как обычно, начнем с веса обновления. Это у нас 500-900 мегабайт в зависимости от вашего устройства, если обновляетесь с прошлой бетки. Если нет, то, как обычно, может скачиваться вплоть до полного пакета 4-7 гигабайт в зависимости от вашего устройства. Помимо этого, у нас с вами вышли еще и остальные версии операционных систем: iPadOS, macOS и, конечно же, watchOS. Тоже можете себе устанавливать, если ставите беты. Я же напоминаю, что есть такие быстрые, классные, интересные ролики про новые бета-версии iOS, релизные версии iOS, новые гаджеты Apple, и не только вам нравится, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно и поможет каналу в развитии. И, конечно же, подписывайтесь там внизу на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересного не пропустите, и вам пришлют уведомление с выходом нового ролика. Если мы говорим о том, есть ли новшества в этой бете, то да, они существуют. Например, менюшку для камеры Control перенесли немножко в другое место в настройках универсального доступа. Она, в принципе, была раньше в одном месте, теперь перенесли в другое, но глобально ничего не изменили. Ну или, например, смотрите, изменения, которые мы заслужили. В приложении почта иконки теперь чуть более скругленные, вот рядом, которые с письмами приходят. Если мы смотрим в приложение локатор, то раньше у нас там на прошлой бете отображался айфончик без Dynamic Island, теперь отображается айфончик с Dynamic Island. И лучшее нововведение этой бета-версии, вот на прошлой бете у нас исправили с вами просмотрщик фото, но теперь он там даже показывает миллисекунды, когда вы его так листаете. Я знаю, вы все очень сильно этого ждали, я тоже не знаю, как теперь жить на прошлых версиях. Ну и также в 18.2 Apple добавит новую ачивку за закрытие всех колец с помощью Apple Watch. Она и сейчас есть, но там есть определенное количество дней. В общем, добавится новая ачивка за 3500 дней. Если вы вдруг закрывали так часто свои кольца на Apple Watch, чтобы вы понимали, это примерно столько дней, сколько в принципе прошло с выхода Apple Watch, поэтому, наверное, какие-то мизерные доли процента смогут это увидеть. Если же что-то еще дополнительно найдут, конечно же, скажу об этом у себя в телеге, как обычно, ссылочка внизу в описании. Я туда пощу различные новости, мысли какие-то свои по поводу новых гаджетов, продуктов Apple, слухи. В общем, все то, что не попадает на YouTube, но то, что мне лично интересно, можете найти там. Еще раз скажу, ссылка в описании. Я себе эту штуку поставил на свой iPhone 16 Pro. Естественно, никаких нареканий, изменений я не увидел, все работает плюс-минус нормально. И это же подтверждается у нас с вами тестами на производительность, потому что там тоже все плюс-минус на том же уровне, плюс-минус несколько баллов. По поводу автономности, завтра похожу весь день и сравним ее с iOS 18.1.1, которая буквально вышла вчера. Будет посмотреть на то, что вообще, что там нас ждет в iOS 18.2. Ведь не так уже долго осталось до релиза. Если мы говорим о том, когда у нас с вами случится релиз, то смотрим на номер сборки, видим буковку А и вспоминаем, что инсайдеры говорили, что iOS 18.2 выйдет на первой неделе декабря. Смотрим на календарь и понимаем, что осталась одна неделя, а это значит, что уже на следующей неделе мы с вами можем увидеть RC-версию, и, соответственно, еще через неделю мы с вами увидим релиз. Поэтому, если думаете обновляться, не обновляться, то традиционно стоит уже у вас 18.2, конечно же, идем, ставим обновление. Если нет, то я бы ждал, потому что ждать-то осталось неделя до RC, 2 недели до релиза. Конечно, если прям срочно есть какие-то проблемы, нарекания, можно попробовать обновить, вдруг станет что-то получше, но в глобальном смысле лучше, конечно же, немножко подождать. Ну а если этот вам ролик чем-то понравился или был полезен, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно, поможет каналу в развитии. А внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересного не пропустите, вам пришлют уведомления с выходом нового ролика. Ну и, конечно же, внизу в комментах пишите, как вам вот эти реально крутые нововведения, особенно вот тема с тем, что теперь миллисекунды показываются на фотографиях. С удовольствием почитаю, с вами подискутирую. Ну и вот эти два видео специально подробно для смелого алгоритма YouTube. Зацените, если не видели, все, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. А с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока.